Это новый выпуск подкаста Vision, в котором мы с искренним предпринимателем Асель Машановой поговорили о ее темном прошлом, Шабила, курила, с школы сбегала. об ее отношениях с родителями. Они мне говорили, ты должна сама себя содержать. Узнали о том, каково работать ассистентом у одного очень известного бизнесмена в Казахстане. Это было нереально стрессово. Выяснили, по какому принципу Аселя выбрала себе мужа. Нурлан Кюбланович, я с вами 24/7, вы издеваетесь? У меня есть шанс выйти только за вас или за вашего охранника, я больше никого не вижу. Узнали, о чем она сожалеет. Мне стыдно, я знаю, что я неправильно поступила. Ну и говорили очень много о мышлении. Говорят, избавьтесь от страхов, избавьтесь от этой части своей личности. Это невозможно, забудьте об этом. Обязательно досмотри этот выпуск до конца, потому что 10 человек получат очень крутой подарок от Асели. Не забудь подписаться. Прямо сейчас нажми на эту кнопку. Поставь лайк и приятного просмотра. Всем привет! Это подкаст Vision, куда я зову людей с нестандартным видением этой жизни. Это можно понять в результатах их работы, да и в целом это отражается во всем. Даже этот выпуск отражает моего гостя, потому что мы, чтобы вы понимали, сели вначале на стулья, а потом как-то так получилось, что мы оказались вот так вот на полу с Асель Машановой, и я думаю, что ну все, процесс какой-то пошел. Это не какой-то духовный ретрит, просто реально так случилось. Мы сидели на неудобных стульях, а потом искали разные варианты и сели на полу. И это очень круто, потому что, Асель, я именно из-за этого хотел вас позвать. Мне кажется, что вы нашли идеальное сочетание твердого и мягкого, потому что я вижу ваши крутые результаты. Ну, я вот всегда со стороны начинаю представлять своего гостя. Я вижу крутую предпринимательницу, которая создает очень крутые проекты, там, Метабади, Лулу. Это прям какие-то, ну, прям реально продуманные, классные, экологичные проекты. И при этом вижу очень много промышления, создаете контента. И мне было реально очень интересно просто самому узнать, кто вы, чем вы занимаетесь, и просто услышать ваши мысли. Спасибо большое, Арман, спасибо. Расскажите, кто вы, чтобы моя аудитория познакомилась с вами. Таких людей, как я, наверное, называют серийными предпринимателями, и кажется, что в нашем бизнесе как будто нет логики. Есть клиника интегративной медицины, да, Метабади, есть Лулу, это концепция бьюти, мы розничные дистрибьюторы 11 брендов уже на сегодняшний день, есть аптека интегративной медицины, и есть ферма, да, Метафарм. Так смешно, что вот рилс, который вы снимали с Кариной, там были наши манты, ты прикладывал. Да. Он, кстати, залетел очень сильно, этот видос. Да. И так интересно, что как будто в них нет логики, да, но на самом деле это экосистема. Как раз-таки мы создаем бизнесы, которые решают наши проблемы, и, соответственно, мы потом решаем проблемы других людей. Очень все просто. Есть какая-то боль, например, как в моем случае прыщи были, да, и я создала бьюти-бизнес, потому что я перепробовала все на рынке косметики. Потом я была вторично бесплодна, хотела ребенка родить, 3 выкидыша, и я искала решение по здоровью, появилась клиника. Потом понятно, что я не видела аптеки, в которой продают такие витамины, которые бы я хотела, и мы создали аптеку. Но ферма — это страсть моего мужа. Он животновод, но он чабан, поэтому у меня аккаунт лично называется Чабан's Wife. Он чабан в прямом смысле слова, потому что он с утра пасет, вечером пасет, с 4 утра до 9 вечера он в полях. И мы создали такой продукт, который называется «Концепция нашей фермы» — это с фермы на стол, то есть farm to table. Есть такой концепт. Это когда у тебя нет никаких посредников между тобой и твоим мясом, и тем, что ты ешь. Ты сразу с фермы получаешь продукт на стол. И знаешь своего фермера в лицо. То есть можно сказать, что успешные проекты равно, когда это сделано из твоей боли? Ну, в вашем случае. В моем случае, да. Вау, прикольно. Конкретно из боли. Крутой инсайт. С чего начиналось? Можно вот так как-то вот по главам, да, вот прям сначала и к этому моменту? Главы были такие. Вообще, на самом деле, я типичная провинциальная девочка. То есть Откуда? это человек... Мы из Жанарки, с Карагандинской области, это даже Джасказганская область. Мы из маленького поселка, и вот, соответственно, начался путь. Это были 90-е,
реально 90-е. Мой подростковый период пришелся, представляешь, я школу закончила в 93-м году. То есть надо понимать, что мой подростковый период — это конец 80-х, это когда сникерс на 10 частей делили, это вот чушпан, это вот все вот это на самом деле. Потом я переезжаю в Алматы, и надо сказать, что я нигде не училась. Ну, то есть это сейчас не реклама. Это какой возраст? Не реклама без образования. Да. Учитесь, пожалуйста. А это какой возраст? Мне было 16 лет. И я сразу устроилась в казино работать. Нормально. То есть мне пригодилось единственное, у меня папа был математиком, физиком, и а я была, соответственно, подростком, бунтарем. То есть ты знаешь, да, что дети делятся, ну, если брать чисто психологию, да, то есть дети, которые требуют родительского внимания через медали, олимпиады, там, какие-то победы и говорят: «Любите меня». А есть дети, которые от противного идут. Натворить что-нибудь, напортачить, чтобы тоже его заметили. Я в подростковом периоде была вот этой вот, которая шабила, курила, с школы сбегала. А потом я стала завоевывать. Нормально, у нас 3-я минута подкаста, я шабила. Вот примерно в нарезку войдет. Слушай, в Караганде как еще? В Майкоду, Караганда. Супер, и нормально. очень необычно. А вот получается, ну, в 16 лет не получилось чисто финансово в школу попасть? Или почему? Ну, то есть как это было принято решение? Родители так решили? Ну, вот у меня папа болел сахарным диабетом, и он был прикован, у него были гангрены, он был прикован к постели, и мама его выхаживала. То есть у нее не было работы, и, естественно, они мне говорили: ты должна сама себя содержать. И я вот ночью в казино работала. Было такое казино. Раньше все казино держали корейцы и грузины. Сейчас я не знаю, как это. И как вообще проходила работа в казино? Вот мне пригодилась математика. На самом деле, я правда сейчас считаю, вот у меня сыну 16 лет, и я ему говорю: забей на школу, потому что тебе нужна только математика. Сегодняшняя система образования, к сожалению, не отвечает, не готовит тебя к жизни. То есть там 4 вещи, которые ты должен знать, как раз-таки не преподаются. Это отношения с людьми, это финансовая грамотность. Дети не умеют управлять деньгами. Это, естественно, отношения с питанием, просто какой-то швах. Потому что самый большой фастфуд страны — это школьные столовые. И, соответственно, ну, то есть они ни к чему, дети ни к чему не готовы. И плюс вот это вот мышление, да, образ мышления, про который как раз твой подкаст. Да. Этих 4 вещей ты в школе не находишь. Поэтому зачем там тратить время? Ну, то есть... Хотя говорила, не будет рекламы. Ну вот, но есть 3 предмета, которые дети, мне кажется, должны знать. Это математика, царица наук. Потому что я, когда пришла работать крупье в казино, меня взяли, потому что я быстро считала. И мне сразу это начало приносить доход. Понятно, в казино очень жестко выживать. То есть ты понимаешь, да, что приходят туда люди, которые могут ударить тебя пепельницей, там, украли людей, должники и всякое такое. Это сильно закаляло дух. И 3 вещи, которые я вынесла из казино, это как раз-таки были в 16 лет в казино, школа. Например, могу поделиться одной из них. Представляешь, я вот сижу, наш шеф отправил меня играть сначала. Ну, то есть говорит: ты поиграй, посмотри. Понять. Да, понять. Я, значит, беру 2 фишки по $25, представляешь? А рядом сидит такой супер богатый чувак с 2 девушками молодого возраста, ну, я не знаю, эскорт, не эскорт, и он сидит, вот так фишки свои перебирает, у него там десятками тысяч долларов такие стеки, да, и он, значит, сидит, и мы сидим с ним на рулетке, и он, значит, там говорят: ваши ставки, господа, и он, значит, на красное, например, 21 двигает, и я свои 25 туда же. Потом раз он двигает на черное туда, и я за ним смотрю, и тоже свои 25 туда. Потом он наблюдает за всем, за этим полчаса, и потом девушка ему говорит: отойди, пожалуйста. Говорит: иди сюда. Я подхожу к нему, он говорит: играй свою игру. Я не знаю лучше, чем ты. Поэтому ты за мной что повторяешь? Я говорю: ну, мне кажется, вы знаете. Он говорит: я не знаю. Забей. Прикольно. То есть играть свою игру, это вот у меня с тех пор пошло, представляешь? Это очень философски звучит, даже вне рамок этого казино. Да, он просто вор, я не знаю, в законе или какой-то агашка. Ну, классный вот такой, например, урок был. А вот вы сказали 3 каких-то момента. Это вот первый был? Первый момент был. Второй момент, естественно, был про то, с кем ты общаешься там.
условно, даже если ты находишься в Жугере, в Майкудуке, в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, очень важно оглянуться и посмотреть, кто вокруг тебя. Ты же являешься нечто средним между 6 людьми, с которыми ты общаешься. А сейчас еще это правило изменили в Гарварде, да, то есть говорят, теперь ты еще являешься нечто, парасоциальные связи вошли. О, ну-ка, так, непонятно. Смотри, ты являешься нечто средним между 6 людьми, с Да, которыми это я общаешься. помню. Но сейчас же есть еще соцсети, и, соответственно, вот я сейчас все время слушаю профессора Хьюбермана из Стэнфорда, да, он все время у меня в ушах. То есть он мне по факту сейчас ближе, чем мой муж, с которым я сплю. Вот так тебя сближает. Кликбейтно. Да, я понял. То есть, круто. То есть это такой, можно сказать, можно я так стопанул на инсайт? То есть, по сути, помимо вашего окружения еще важно тот контент, который вы потребляете. Сделайте фильтр или некий анализ того, что вы сейчас потребляете. Это реально очень круто. И мне кажется, если вы смотрите этот подкаст, это уже хороший знак. Ну да, слушай, когда я беру на работу людей, я просто спрашиваю, можно посмотреть, на кого вы подписаны? Представляешь? И ребята такие подкрывают свою ленту, и я понимаю, вот пришел маркетолог, да, девушка, а у нее вся лента в каких-то салонах красоты, цветочках, и что жрут ее одноклассники. Ну, представляешь, она в 8 утра просыпается, и вот это все летит в нее, в ее голову. Голова — это не как мусорка. Офигеть. Круто. И я своих попрошу сотрудников подписаться на 3 условно крутых маркетологов и просто brainwash делать целый месяц. То есть настолько себя промыть этим контентом. Стоп! Можно я вот зафиксирую этот инсайт? Если вы руководитель, мне кажется, это очень круто, направить своих сотрудников, внимание их на каких-то крутых ребят, профессионалов в своей сфере. То есть, допустим, у тебя оператор, попроси его подписаться на 10 крутых операторов. Это очень круто. Это же действительно... мы же целый день сидим в соцсетях, в телефоне, и это же реально, то есть ты становишься действительно средним своего контента, который потребляешь. Да. Очень круто, Да, супер. абсолютно. И третий момент. Выдержка, потому что вот что в казино было, конечно, тот опыт я больше никогда не повторила. То есть у меня в жизни разные ситуации были, но быть на краю... Нельзя ходить на грани фола. Ну, то есть для меня это был... Работать в казино можно, когда тебе 16 лет, ты получишь колоссальный опыт. Я не знаю, с чем сейчас это можно сравнить, но после этого никогда нельзя идти на сделки с совестью, да? Ты понимаешь? Да. То есть ты всегда ходишь, то есть ты условно там нарываешься на то, чтобы тебя обманули, тебе придется кого-то самой обмануть. Такая опасная зона. Опасная зона. Да. Очень опасная. Да, Поэтому да. говорят, вот начинай с низов, но эти низы могут тебя и засосать. Очень многих, все ребята, которые со мной работали в казино, я не знаю, они не стали успешными. То есть есть какая-то история про, есть такое понятие грязные деньги, да? Ну да. Ну, Неэтичные. Есть. Где есть там обман, где... Да. Окей, я понял. Что дальше? То есть что сподвигло куда-то уйти? То есть я примерно понимаю, что там были какие-то деньги, то есть там можно было зарабатывать, наверное, были возможности там больше заработать, чем просто зарплата, да, скорее всего? Да, конечно. Куда дальше вы пошли? А дальше я пошла, был конкурс, но мне повезло в том, что я знала английский язык. То есть в Караганде было делать нечего, и я учила London is the capital of Great Britain. У меня на стене висел плакат Мадонны, и она была таким символом свободы для меня в свое время. И я учила английский, знала его сносно, а в 90-х это все, что нужно было. Тебе больше ничего не нужно было. Сейчас же нужны скиллы, чтобы у тебя был какой-то пруф, да, то есть доказательства какие-то. Тогда этого не нужно было. И вот Coca-Cola сделала объявление, что они ищут сотрудников. И мне повезло. Я прошла и устроилась в Coca-Cola. То есть я уже в 90... в Coca-Cola. Я знала английский, Супер. видишь? Окей. И какая там была позиция? Позиция, я ксерила. Ну, то есть первые полгода я стояла у ксерокса и просто делала копии чего-то. Круто. С утра до вечера ксерила. А потом? Там был какой-то рост или еще куда-то? Там начался рост, потому что я за все бралась. То есть у меня был такой характер, мне было все интересно. И то есть исполнительность, такая детская безотказность в этом плане мне сыграла
на руку. Можно я тут вот прям зафиксирую момент? Вот я лично в найме всегда придерживаюсь принципа, что я, когда кого-то нанимаю, узнаю в прошлом, насколько у человека увеличилось количество ответственности. То есть мне очень важно посмотреть на то, что человек с чего-то начинал, и его ответственность увеличивалась. И я наблюдаю за теми, кто достигает каких-то больших результатов, они всегда по собственной инициативе увеличивают количество ответственности. И подумайте на своем месте сейчас, как вы можете еще больше взять ответственности, потому что это действительно равно какой-то прогресс жизни. Вот. И это действительно так. Мне тоже так кажется, да. И по итогу в Кока-Коле дошли до... По итогу в Кока-Коле я начала делать карьеру уже со 2-го года, то есть я сначала была ассистентом, потом еще кем, то есть на Ксероксе стояла, потом ассистентом генерального, потом меня заметили, потом я ушла в финансы, опять мне помогла математика, мне по жизни помогает математика, потом я пошла в финансы, в финансах отучилась, и потом меня начали продвигать уже регионально, и я заканчивала карьеру, я уже в Стамбуле отвечала за 56 стран. То есть это было, я была коммерческим финансовым директором за 56 Уже стран. международная, да, в Да. смысле, то есть это была карьера? Офигеть. Да. Почему Стамбул? Там, по-моему, да, Потому что владелец? там хаб был. Окей. Там такой Директор, региональный. кажется, да, турок? Мухтар Кент в свое время был CEO компании, в Ого. Атланте сидел, да. То есть у турков был такой в то время как раз приоритет хороший. И что в этот момент происходит дальше? В этот момент в Казахстане происходит бум. Все наши казахстанские, вот как сейчас их называют, old money олигархи, они на подъеме. Это то время, когда тот же самый Маргулан Сисимбаев там делает ярдные сделки, то время, когда он на яхты сажает вертолеты, делает какие-то crazy parties, о которых он говорит сейчас, да. То есть это были те времена, когда там, не знаю, Unicredit купил АТФ банк за ярды, да. И это очень много кэша, это очень много таких денег, начинает строиться, начинают расти компании, как Базис, застраивается, Нурлатау, вспоминай, да, когда пустыри скупают, там недвижка. Вот этот вот маленький магазинчик на Калинина, Назарбаева, Эдьяр, да, возле Кафеделии, он тогда продавался за несколько миллионов долларов, там, не знаю, 50 квадратов, наверное. Эдьяр, знаешь магазин? Блин, да? я честно, нет, но район тот помню. Ну да, прям возле Кофеделии. Это старое здание трехэтажное. Ну, то есть это были сумасшедшие времена для недвижки, сумасшедшие времена на земли, которые скупались. Это какой год? Это 6-й год. Помнишь, это прямо до пузыря. Вот, и тогда это 6-й, 7-й год, и я вижу, что в Казахстане идет бум, а я там в Стамбуле сижу. И Фома. У меня фома. Я думаю, я сейчас пропущу что-то очень важное. И тут мне поступает из агентства как раз звонок, и говорят, слушайте, вот сейчас казахи все растут, компании, давайте нужно внедрять международные стандарты. И зовут меня как финансового директора CFO. И я прихожу как раз к Нурлану Смагулову. Он меня всегда восхищал. То есть мне казалось, что он просто красавчик. И вот тут уже начинается работа с Нурланом Смагуловым, да? Да. А как там, начинает все это продвигаться? У меня с первого раза с Нурланом не получилось, представляешь? То есть я пришла финансовым директором, у меня вообще не получилось ничего, я должна признать это, потому что я пришла со своими международными корпоративными принципами, и, как говорится, твоя романтика об чугунную задницу реальности разбилась, потому что казахстанские компании в 2008 году точно не были готовы ни к МСФО, ни к прозрачности, ни к каким-то там дэшбордам, там BI какой-нибудь, Power BI, еще такого вообще не было. Управленческая отчетность состояла так. Cash flow, cash in, cash out, сколько остатков. И у меня не получилось, и я ушла. Сколько работали? Это был год. Год пытались, да? Да, год я пыталась, но у меня ничего не получалось. Я такой человек, что, наверное, я не буду бороться за свою правду до конца. Хорошо это или плохо, я не знаю. То есть, вот не получилось, и ладно, да, Да. Окей, хорошо. Да. Я найду себя в другом месте, подумала я, и ушла в General Electric, тогда еще существовала компания. Они делали локомотивы здесь, у них был контракт большой с КТЖ. Тоже финансовую часть, да? Да, я пошла туда финансовым директором. И тут звонит Нурлан и говорит, я работаю ровно месяц, меня GE отправляет, представляешь, в свой головной офис. Что, кто отправляет? Вот General Electric меня отправляет в свой головной офис в Штатах. Я прохожу месячную стажировку в Штатах. Готовлюсь к своей роли, мне выдают кабинет, офис, я переезжаю. Тут как раз международная компания. Да, это международная компания, все сложилось. И тут звонит Нурлан и говорит, Асель,
давайте встретимся. И я, значит, просто вот как есть, оставила здесь, у меня кофе стоит, здесь ноутбук открытый. И я вот пошла с Нурланом на встречу и никогда не вернулась Джей. То есть мне стыдно, я знаю, что я неправильно поступила. Но это был как бы испытательный период все еще. То есть это была такая встреча, после чего вы не вернулись уже в офис? Джей, да. Прям даже не пришли туда вообще попрощаться? Прикольно. Это ужасно. Советую так не делать. Окей. А что там было? Что за встреча была? Встреча такая была, он мне говорит: Асель, давайте вместе поработаем, мне нравится ваш вайб, у нас не получилось с вами, в финансах вы реально не сможете переворот у меня в компании сделать, у вас не получится, но мне нравится ваш вайб. Просто вайб? Да, просто вайб. Я говорю: хорошо, а кем я буду тогда работать? Он говорит: у меня есть только одна позиция, это помощницы моего личного ассистента. Говорит: хотите? Я говорю: конечно хочу, только зарплату финансового директора оставьте мне. И погнали. Это на тот момент какая была сумма? Это очень хорошая сумма была. Это по тем временам уже было там $8,000, да. Окей. $8,000. Да. О, супер. Потому что меня с Турции переводилось на даже чуть меньше, без квартиры, мне было 8 тысяч достаточно в 2008 году. И вот я вдруг оказалась самым высокооплачиваемым ассистентом в Казахстане, а возможно и в мире, как прикалывались мои друзья. И все. И начались самые интересные 10 лет моей жизни. 10 лет вы вместе работали? Да. Офигеть. Самый интересный, Арман. Я теперь интересно, что это было? Вот. Смотри, это было стрессово? Это было нереально стрессово. Это было интересно, ярко? Это было интересно, ярко. В итоге же я вышла замуж за охранника Нурлана. Замуж. Это и есть ваш муж? Мой Арман Чабан, он был охранником Нурлана Смагулова. И когда я вышла за него замуж, мне шеф Нурлан Смагулов говорит: Асель, зачем вы вышли замуж за моего охранника? Я говорю: Нурлан Кюбланович, я с вами 24/7, вы издеваетесь? У меня есть шанс выйти только за вас или за вашего охранника, я больше никого не вижу. Я говорю: вы заняты, и мне пришлось выйти за вашего охранника. Он так смеялся долго. Офигеть. Можно вот какие-то самые яркие моменты, вот просто вот хоть чуть-чуть понять атмосферу этих 10 лет? Самые яркие моменты с Нурланом — это, конечно, что он меня научил любить искусство. Это вот самое. Представляешь, вот я прихожу ассистентом, и мой уровень в искусстве, вот это вот про насмотренность, Арман, да? Если вы приходите на выставку, или вы заходите в какой-то, нечаянно вас позвали музей, и вы смотрите на картину и говорите: я так тоже нарисую. Это значит, что вам предстоит пройти огромный путь до того осознания, что искусство вечно, что вы ничего в нем не понимаете, и, скорее всего, так вы нарисовать точно не сможете. И я была такой, представляете, я прихожу ассистентом, и сразу же мы вылетаем в Лондон с ним на аукцион. Он очень любил аукционы, он проводил выставки, там была первая казахстанская выставка казахстанского искусства на Кристис, и мы ее организовывали, представляешь? И я была такой невежественной, мы заходили в мастерские художников, и я сидела там, думала: что мы здесь делаем, господи, здесь воняет. Я была настолько невежественной. И представляешь, и первый раз я смотрела, говорю: фу, это ужас, вот это ужас, над этим я смеялась. Помнишь, как в фильме «1+1»? Да, типа у кого-то кровь пошла. Да, у мужика кровь носом пошла, и да. ты ржешь над этим. А потом раз у тебя появляется, раз за разом у тебя появляется насмотренность в искусстве. Офигеть. Это невероятно. Ты можешь не отличать там Ренуара от Гогена, не знаю, там Матисса от там... Но ты будешь разбираться со временем. Просто водите своих детей в музей. Просто водите. Что еще было интересного? Интересного было, что мы с ним, конечно же, летали в Японию на переговоры с крупнейшими компаниями, с японцами, встречались с внуком Тойода, да, Тойода-саном, прикасались к японской культуре. Это было так смешно, потому что, представляете, вот мы сидим в Гинзе, это самый дорогой район Токио, на 57-м этаже. Идут переговоры с семьей там Тойота, да, и нам подают торо, брюшко тунца, которое купили на токийском рынке, которое стоит $50 тысяч, представляешь? Эта рыба стоит $50 тысяч? Конечно, вот этот вот тунец, торо, да, его вот так сашими режет тебе крутейший шеф-повар, да. Я беру вот так...
И у меня рвотный рефлекс, и мне Нурлан поворачивается, и там сидят все японцы, и говорит: вы меня позорите. То есть я сижу, и у меня эта рыба не глотается, потому что она сырая. То есть это опять про невежество, да? Мы, наверное, все должны пройти этот путь. Конечно, не все родились в аристократической семье, и не все с детства кушали серебряной ложкой. И вот у Нурлана хватало терпения, вот это просто сказать, и я просила: Кока-колу можно? И я запивала литром Кока-колы и делала вид, что мне нравится Тора. Это брюшко тунца. Я так понял, ну, был такой интересный международный движ, какие-то просто великие люди рядом, а из стрессового, ну, чтобы вот на контрасте понять. То есть не всегда же, наверное, были только такие дни. Наверное, были еще какие-то там сложные обстоятельства, где приходилось там Ну, конечно. решать что-то. Вообще, когда вы личный ассистент, вы прикасаетесь, вы проживаете эту жизнь с этим человеком. Наверное, вот у вас же есть ассистент, да? Да. Я думаю, в английском языке, я не знаю, в русском так и не нашла этой фразы, есть слово vicariously. Vicariously — это значит опосредованно. То есть твоя помощница сейчас проживает твою жизнь. Абсолютно. И она этими мыслями проникается, да, то есть вот я жила абсолютно Нурлан, то есть я была такой помощницей, которая организовывала ему триатлоны. Он мог ехать, я вот этого нигде не говорила, кстати, наверное, Нурлан сейчас скажет: блин, она все сдает. Он мог ехать в Лондоне, сесть в такси в черный кэп и набрать меня и сказать: Асель, где я еду и куда я еду? Я говорю: сейчас в Лондоне 9:35, значит, вам нужно, у вас 10 встреч, значит, вам нужно на Сент-Джеймс-стрит, а вы выехали с Ньюборн-стрит. Значит, дайте, пожалуйста, трубку таксисту, и я подскажу ему, куда ехать. Тогда еще, наверное, GPS не прям был так Не развит. было GPS, это 2010 год, да, условно. Офигеть. А в Лондоне его и сейчас нет особо. То есть это черные кэбы, это там good morning, sir. Вот такая вот история. То есть потом допустим, он мог ехать на триатлоне где-то и говорить: мы проголодались с командой велосипедистов, где нам перекусить? И я должна была, знаешь, как в фильмах, Джейсон Стэтхэм. Типа еще, наверное, в местах таких супер необычных, да, наверное, где-то за границей, да, это, скорее всего, было? Обязательно должен быть какой-то хороший, красивый опыт. То есть потому что насмотренность, Нурлан гурман. Такие люди, конечно, любят вкусно поесть, красиво поесть. Окей. А вот, ну, вот я понял, стресс с точки зрения там очень много разных задач, многофункциональность просто максимальная, а именно какие-то моменты, когда приходилось прям, ну что-то нереальное делать с точки зрения какие-то решать тяжелые ситуации, там, вот это вот очень интересно узнать. Слушай, ну не из нереальных задач ты понимаешь, да, что в Казахстане никто... Я знаю, что очень многие Нурлана не очень любят, ну, то есть считают там, что вот ему там все легко доставалось, но на самом деле никто в Казахстане не построил торговый центр за 18 месяцев. 200 тысяч квадратов. Мега-Силкой за сколько, ты думаешь, построили? За 18 месяцев. Люди в квартире ремонт не могут Да, сделать. это вот я таунхаус свой строю там уже полгода и с трудом вот так. Ты понимаешь? 18 месяцев. Минус 30 градусов, минус 35 градусов, буран в Астане. Мы просто ставим вот такие вот, мы небольшие палатки, и начинаем керосинкой отогревать, просто ставим лампы, чтобы просто копать можно было, ты понимаешь? То есть И в этих процессах тоже приходилось участвовать? Потому что Нурлан должен был открыть Мега-Силкой, ты понимаешь, да? То есть это один из примеров, да? То есть есть такие вещи, которые не за мной Москва, да, условно, я не могу сдать обратно, и мы все в этом вместе с ним были. Это его лицо, и мы должны это сделать. Просто, грубо говоря, за эти 10 лет экспертиза появилась во многих областях жизни, да, наверное, за это время? Но так и я не полюбила машины, кстати. У меня не появилась любовь к машинам. Окей, супер. Проходит 10 лет. Что потом? Почему вы ушли? Проходит 10 лет, но вот я всем персональным ассистентам, вы сейчас ваша помощница здесь, я советую в какой-то момент отцепиться от своего шефа, потому что вы так сильно напитываетесь своим руководителем. Вот я такая, да, не глупая женщина, да, и девчонка такая была. Соответственно, я очень много у Нурлана брала. Я видела его мыслительный процесс, как он на переговорах. Иногда было так, знаешь, Арман, мы сидим на переговорах, и там ему говорят что-то, а он так
делает вид, что не слышит, или там раз как куда-то уводит линию переговоров. Я думаю, блин, чувак, что ты делаешь? Мы сейчас просрем эти переговоры. А потом он раз, это все психологические ходы были. Раз, и в конце пам, контракт наш. Я думаю, блин, как он это сделал? Я перед сном всегда анализировала все переговоры, на которых мы были. А он Всегда. именно в этом, да, эксперт? Он в этом эксперт. Именно конечно. в переговорах. А вот можно ли сейчас дать, вот, ну, я вот сам просто хотел бы узнать, и вот для наших зрителей, некую методологию вот таких разговоров? В чем там уникальность? То есть что он делал такого, что другие не делают? Ну, смотри, там есть два компонента. Один энергетический. Мгм. Что я имею в виду? Что люди делятся, вот я в моей классификации, и такие люди, олигархи, у которых большие деньги, они делятся на волков и овчарок. Я, например, овчарка Так. в бизнесе. То есть если меня не трогают конкуренты, если меня не задевают, я иду своим путем. Я охраняю свои активы, приумножаю их и просто играю. То есть это Своя такой жизнь. френдли, своя жизнь. Да, Да? такая У меня, дом, своя территория, и на у меня этой нет территории... такого, что я раскрываю карту, смотрю на карту бьюти-бизнеса и думаю, все, надо этих мочить, Да, тех да, мочить, да, 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 как вот да. там у Microsoft, помнишь, прыгал на столе этот CEO, всех замочить. У меня такого нет. Есть люди-волки, которые заходят, и они просто чуют, кто слабее меня, они так и рвут. Просто потому что не может не делать так, да, то Ну, есть такая овчарка... психика, да, Да, условно. овчарку не трогаешь, она тебя не трогает. Волки, они просто... Ты слабее, все, значит, я буду доминировать. Я вот овчарка, оказывается. Да? Ну, я тоже овчарка, да. А он? Они все, я думаю, old money, все вот выходцы из 90-х, они все, мне кажется, волки. Это продиктовано вот этим Временем. жесткостью, Да. да? То, что у них было и бандитизм был, и при этом все менялось, много непонятных всяких вещей, да, только все становилось. Мне кажется, да. Мгм, Потому окей. что для них вот эта вот кортизольная история, опять-таки, я люблю сейчас же изучать мозг, динамические паттерны, так называемые, то есть когда у тебя сложилось какое-то, понимаешь, очень жесткая Привычная борозда, да, траектория, да? первичная траектория Да. сложилась, ты всегда будешь делать так, у тебя всегда к ней отсыл будет. А вот Нурлан, он такой на кортизоле, да? В смысле, Ну, конечно. Это, Мне кажется, это они до все сих на пор кортизоле. так или это уже изменилось? Он очень много работал над собой. Искусство, альпинизм, да. Вот это и есть как бы следствие успокоить себя, да, по сути? Да, это такие компенсаторные вещи. Но я сейчас, я думаю, я имею право его анализировать, но мы не задеваем, это не сплетни какие-то, да? Нет, То есть, это имеется в да, виду я считаю, анализ что со стороны. анализ со стороны, да, я имею право так говорить, потому что я вижу, что он очень много работал и с искусством, с альпинизмом, со спортом, то есть он очень сильно компенсировал какие-то такие вещи. Вот про энергию мы начали говорить, отошли в собак или в волков. А именно что именно с энергией хотели донести? Ну вот, на переговорах это прям чувствуется, потому что есть люди, которые на переговорах хотят доминировать. То есть ты заходишь в комнату, ты сразу знаешь, где мне сесть, что мне сейчас сказать, как мне себя вести. Вот в этом, конечно, мне нравятся мужские переговоры. А были, да, такие переговоры, где прям было очень жестко, до конфликта, прям Конечно. открытого? Конечно. То есть он, грубо говоря, первый фактор, это была такая энергетика, где он прям все сразу приходил и был доминирующим. Ну, конечно. Ты на Окей. своего прораба кричал когда-нибудь, материл его? Ну, не материл, но очень сильно, да, у нас такой был плотный разговор. Ну, видишь, да. Да. А если у тебя 200 тысяч квадратов и надо сдавать? Ну, то есть понятно, что есть жесткие переговоры, есть жесткие ситуации, где ты должен быть жестким. Даже женщины матерят прорабов. Ну, то есть иногда noblesse oblige, ситуация обязывает тебя. Окей. Второй момент, что еще важно было, что его отличало в диалогах? Вот это энергия, да. Да, Сразу да. мы заходим в комнату, и мы знаем, с кем как себя вести. Мгм. Это классно, если у вас есть это от природы, но это нарабатывается. И я сейчас, представляешь, веду тренинг по переговорам сложным. По переговорам с террористами. Да, у меня есть свой такой тренинг, мы откатали его уже, не знаю, 6 раз. И вот оттуда я даю лайфхаки, да, как вести переговоры. А можно вот немножко их? Да, 3 вещи, например, могу поделиться. Слушание дает тебе всегда фору. То есть слушайте. Мы всегда на переговоры заходим и хотим казаться
Умными, интересными. интересными. Мы хотим оправдать себя как бы, но это не главное. Ты хочешь выглядеть красиво или в итоге хочешь сделку в конце? То есть если ты хочешь в конце сделку, то тебе лучше, конечно, слушать. Это первое. Второе — задавать правильные вопросы. И я вот хочу твоим подписчикам дать один вопрос, который изменит качество их жизни навсегда. С близкими, родными, со всеми. Представляешь, у меня это улучшило мои отношения с мужем и детьми. И это вопрос, который звучит так. Как я пойму? Или как ты это видишь? Это два вопроса, которые изменят все. Представляете, есть... Примеры нужны. Пример, я тебе покажу. Представляешь, я террорист, и я украду сегодня Карину, и позвоню к тебе и скажу: $100 000 завтра в обед, или я убью ее. Что ты скажешь? Как я пойму, исходя, если вот сейчас первый вопрос, да, что она будет в безопасности. Вот. Гениально, потому что 90% людей в этот момент будут говорить: только не убивайте, только отдайте мне ребенка, сохраните ее, найду $100 000. А что тут дальше? То есть я задам вопрос, что произойдет дальше? Почему именно вот этот вопрос, он такой вот прям важный? Потому что vision drives decision. Видение всегда диктует твои решения. Даже у террористов есть видение. Если у человека нет видения, представляешь, и вот Крис Восс, самый главный переговорщик ФБР, который вел переговоры Аль-Каида, манильскими террористами, представляешь, стокгольмскими, он говорит: я всегда задаю вопрос террористам: как вы это себе представляете, или как я пойму, что жертва все еще жива? Человек, террорист, если говорил ее и бросал трубку, это значит, что он не собирался отдавать заложника. У него нет видения на это. Прикольно. То есть ты понимаешь его мышление. Ты понимаешь его мышление. Как ты это видишь? И человек начинает тебе выкладывать. Террористы — это те же переговорщики, очень мощные переговорщики. И ты, соответственно, должен выгрузить их мыслительный процесс на себя. Вау. Соответственно, он может тебе перезвонить через 15 минут, потому что ты его единственный покупатель. Ты помнишь, что у тебя есть рычаг? Он не может позвонить ко мне и сказать: отдел продаж, да, типа такой: отдел продаж, мы Карину украли. Вы не потеряли Карину, да? Да, я понял, окей. Ты понимаешь? И тут ты говоришь: как вы себе это представляете? Это вот теперь дочка моя, она решила забить на математику. И говорит: мам, я не буду математику учить, не буду ходить на нее. Я говорю: хорошо. Как ты себе это представляешь? Она говорит: да я просто потом пойду и соч сдам. Я говорю: а как я пойму, что ты знаешь математику? Она такая сделала круг вокруг квартиры 3 раза, потом приходит, говорит: а я давай при тебе решу 3 раза задачу. Любую, ткни в учебник. Я говорю: погнали. Понимаешь, когда у тебя есть видение, твое тело просто потом это исполнит. Потому что террорист звонит к тебе и говорит: Арман, мне нужны деньги в черных сумках мелкими купюрами. Вы привозите их в машине без номеров к реке завтра к 12:15. В этот момент джип на другой стороне передаст вам Карину. Все, у меня есть видение. Ты понимаешь? То есть я не могу не исполнить того, что я тебе только что описала. Очень круто. Как вы себе это представляете? Теперь у нас остался второй вот этот вот момент, именно в чем был феномен переговоров от Нурлана. Да, это внимательно слушать, и вот этот момент, который я сейчас на тренингах читаю. Нет, это не конец переговоров. Мы все и в продажах, и везде, и от мужей, и от жен своих, мы хотим услышать «да». Да. На свое что-то, понимаешь? Но самое красивое начинается, когда мы слышим «нет». Опять же, например, моя дочка любит кей-поп. Она приходит, а у нас папа такой, он же, помнишь, Чабан. Охрана, Чабан, да. И она приходит к нему, и она подросток, говорит: папа, я хочу поехать на концерт кей-поп. Он такой: нет, не поедешь. И она идет в углу, вот там сидит, карточки листается и плачет. Я говорю: доча, пошли на переговоры. Она говорит: нет, папа же сказал нет. Я говорю: минуту, ein moment. Прибегаю к мужу, говорю: так, иди сюда. Я говорю: ты знаешь, что если она завтра будет жить с абьюзером, и он ей скажет: нет, не будешь носить там эту юбку или гулять с этими подругами, она будет плакать в углу и соглашаться. Я говорю: приготовься, сейчас будешь, об тебя она будет учиться. Он такой: давай. Все, сел. Я говорю: фас. Какие слова ей нужно в этот момент сказать, когда ты услышал нет? Ты должен сказать: что?
я должен сделать, чтобы это было «да». Супер. И тут моя дочь выходит и говорит: папа, что должно произойти, чтобы ты сказал «да»? После такого вопроса тебе человек всегда выгрузит свои страхи. Потому что его нет — это не нет. Его нет — это значит, я хочу чуть больше информации. Его нет — это значит, мне страшно, я боюсь, что там будет что-то. То есть мои страхи ты должен как-то предупредить. Это нет — это всегда про этого человека. Супер. А не про тебя. Его точка зрения просто, да? Да, это его страхи. Можем здесь зафиксировать. Реально очень хорошая практика. Если у вас сейчас стоит задача, допустим, продать клиенту что-то, вот действительно вопрос, который эту матрицу, эту жизнь вот так ломает, да, грубо говоря, типа, а что я должен сделать, чтобы, допустим, вы стали моим клиентом? По сути, вы получите полностью ответ, что вам нужно сделать. Точно. И просто предоставьте это. Точно. Это очень круто. А отделы продаж, в этом крутые были сетевики. Помнишь, самая ужасная для клиента ситуация, когда вы гоняетесь за его «да». Это вот звонят тебе сетевики, да, знаешь, и такие: алло, здравствуйте, это Асель Машанова? И ты такой, ты хочешь сказать «нет»? Ты такой: да. А вы воду пьете? Нет, я не пью воду, я верблюд. То есть Да. тебе задают такие вопросы, тебя загоняют все время в угол, чтобы ты говорил «да, да, да», и сейлзу кажется, продавцу кажется: я такой крутой, я все время его на «да» вывожу. Нет. То есть ключевой фактор успеха именно в диалогах от Нурлана была энергетика и то, что он за каждым «нет», он всегда все равно находил и разворачивал к своему решению. Супер. А теперь возвращаясь обратно к методологии из вашего тренинга по общению, да, ну то есть что там еще есть такого интересного, что вы можете так приоткрыть немножко? Интересно просто. Я могу приоткрыть, но, ребята, это очень опасное оружие. Имейте в виду, что у вас должно быть хорошее намерение. Не используйте это в плохих целях. Давай сразу проговорим. Да, например, важное. Это из нейробиологии. Профессор Стэнфорда как раз-таки рассказывал, как работает мозг человека. Если я хочу от тебя что-то получить, контракт какой-то, а ты мне его не хочешь отдавать, моя стратегия должна быть убить твой дофамин. Это называется допамин depletion, истощение дофамина. Как я это делаю? Мы все заходим на переговоры вот так, особенно я, да? Я всегда думала, что я классный переговорщик, потому что я захожу и говорю: Арман, давай вот это за 1000. Ты говоришь: не могу за 1200. Я говорю: ладно, давай 1100 и поехали. Ты говоришь: ладно. И я думаю, я классный переговорщик. Это не так. Классный переговорщик — это который тебя убьет твой дофамин так, что ты просто будешь уставший. Так, я буду тебе задавать вопросы. Практически. Вопросы. Допустим, я буду говорить: да, а почему это столько стоит? Интересно. Еще раз повторите мне, как это будет выглядеть. И если я начну тебе задавать много вопросов: а квартира где находится? Например, ты квартиру продаешь. Еще раз расскажите мне, пожалуйста, как вы делали ремонт? А еще раз расскажите, а точно, где, как вы поняли, что она не на красной линии находится? Если я начну тебе много вопросов задавать, ты через 15 минут будешь готов мне отдать все. Потому что падает твой дофамин. Ты хочешь немножко получить какое-то позитивное подтверждение, да? Типа там: ой, классно, я хочу взять, давайте посмотрим. А я тебе все время вопросы задаю. У меня Дана такая, вот моя сестра, переговорщик, она такая. Она говорит: я не поняла, еще раз, цена, которую вы озвучили, она из чего складывается? Ей человек уже 5 раз объяснил, из чего цена складывается. Она говорит: я не поняла. И уже в конце этого человека трясет, я уже в WhatsApp ее матерю говорю: сворачивай. А она говорит: я не поняла. И в конце этот человек говорит: забирайте все, что вы там хотели, чили-пиццу забирайте. Понимаешь? Офигеть. Очень прикольно. Да, это называется истощение дофамина. Поэтому не бойтесь задавать вопросы. Если вы видите, что такой особенный человек, такой дофаминовый, да, он такой на драйве. Как правило, отдел продаж, они же чисто на этом живут. Да. И это их очень сильно притормозит. Теперь возвращаемся к цепочке событий. То есть почему ушли? Ну, то есть что стало вот этим моментом? Вот я и говорила, да, Арман, что будучи не глупой девушкой, я поняла, что я уже слишком им стала. Ну, ты понимаешь, я все время с ним, и я уже становлюсь как он. И меня это в один момент пугало. Потому что я уже начала вести себя, соответственно, как Нурлан. Но я не Нурлан.
Ко мне, например, как это выглядело? Ко мне могли прийти люди и сказать: знаете, у меня вот классный проект для Нурлана есть. А я говорила: нам не надо. Кто я такая? То есть вот помнишь вот в молодости вот это, когда ты говорил подписчикам, когда ты много берешь, все хочешь, очень важно, что когда у вас это получается, не влететь в гордыню. Очень опасная там зона. То есть появилось такое эго, да? Появилось такое бешеное эго. Причем как бы ресурсы были не свои, да, Да. но психологически срослись, да, грубо Это говоря. болезнь всех помощников крупных лиц Казахстана. Ты видел, как они себя ведут? Если ты общаешься с крупными бизнесменами, их помощники в основном такие. Я не хотела такой, я уже в себе это чувствовала, я взяла у Нурлана очень много, я уже играла в него в своей голове, это было опасно. Надо было быстро отстегиваться. И мне повезло, что я начала уже свой бизнес пробовать. То есть все, что я у него научилась, я начала пробовать. Естественно, я боялась уходить из-под такого, то есть все-таки у тебя есть влияние. И он меня поставил перед выбором. Что было круто, он сказал: нет, или вы со мной, или сами. И вот этот свой вазелиновый бизнес мне неинтересно. Так и назвал. Да, он говорит: Асель, этот ваш вазелиновый бизнес. А это был, получается, Метабади? Это были, я же продавала маски. Я начинала с того, что я продавала маски. Окей. И как закончился этот диалог? То есть, как вы разошлись? Это было позитивно или это было, не прям в тот момент? В тот момент мне показалось, что это не было позитивно, но потом впоследствии, я думаю, мы нормально расстались, потому что в тот момент он сказал: я не даю, то есть он взял со стола бумажку и сказал: Асель, вы мне нужны, у нас сейчас начинаются крупные проекты, закрывайте свой бизнес. Взял бумажку, написал на ней сумму шестизначную в долларах, протянул ее мне, сказал: возьмете в кассе. Я посмотрела на бумажку и говорю: Нурлан Кибланович, можно я попробую свой бизнес, пожалуйста? Он говорит: мало? Сумма маленькая. Я говорю: нет. Обратно такие: нет, да? Олег, допишите. Вот, и я говорю: нет, я просто хочу сама попробовать. И он так: давайте заявление, не проситесь обратно никогда. И подписал, и отдал мне заявление. Я говорю: спасибо, я пошла пробовать. Саму трясет, потому что я боюсь. Я еще только маски на $300 пока продаю. И вот с этого момента начинается уже такой предпринимательский, да? Все, free fall. Там уже прыжок в неизвестность. Окей. Хронология, то есть какие проекты пошли, за каким и так далее. Ну и все. То есть с этого момента я развозила маски сама. У меня такая коробка стояла вот так в углу в квартире. И дети, когда трогали, говорят: не трогайте, это клиентки, помнете. И они иногда рвали, я их вот так склеивала, садилась на автобус и возила эти маски в разные концы города своим клиенткам. Или они ко мне домой приходили. Я вот так по масочке продавала. Мы начинали с оборота $300 где-то. Помню, первый заказ мой в коробке был $300. И потом мы начали очень быстро. Потому что мы начали говорить про СПФ, была экспертность, мы уже начали говорить про кожу и ее проблемы, и истинно, что нельзя их маскировать и так далее. Давали решения и очень быстро набрали. А экспертиза параллельно появлялась или она была уже до этого? Она у меня была, потому что у меня была боль. Приходилось понимать Приходилось это всё. понимать, Окей, да. хорошо. Мне сейчас лично самому уже интересно погрузиться, так скажем, в ваше мышление, да, то есть просто давайте вот так, можем сказать так, просто очень хочется, все, с автобуса, с развозки этих масок, и по итогу сейчас мы имеем там на Аль-Фараби в супер локации, Метабади, какой-то супер крутая клиника, я прихожу, клиника, это неправильное позиционирование, да? Клиника. Да, инновации, там все очень круто, ты себя чувствуешь Илоном Маском примерно в этой клинике, я как клиент могу сказать, вообще, респект. Теперь охота погрузиться в это мышление ваше. То есть, во-первых, как получается создавать бизнес с точки зрения, какие ключевые ваши осознания за это время, да, то есть в бизнесе, какие ключевые действия, решения были приняты. Методологически можете рассказать. Это также еще может быть вперемешку с мышлением. Какие-то, давайте так, обозначим, чтобы было понятнее. Топ-5 таких ключевых ваших решений, идей, мыслей? Очень интересный вопрос. Мне кажется, оборачиваясь назад, все можно как будто объяснить, да? Но в моменте ты, возможно, этого не знаешь, и это нормально.
Я думаю, что это нормально не знать в моменте, что ты делаешь. Это правда. Это правда. Это правда, да. Но тело знает. Я все-таки доверяю этому процессу, что если вы заходите... Вот мне сейчас нравится, я понимаю, как это работает, знаешь почему? Потому что я читаю сейчас книгу Рика Рубина, я вот как раз тебе хотела ее подарить после подкаста. Рик Рубин — это продюсер всех времен и народов. Представляешь, он вписал себя в историю музыки навсегда, потому что он продюсировал от Machine Gun, Red Hot Chili Peppers, заканчивая Эминемом, Бейонсе, Адель. То есть это крупнейший продюсер. Сейчас на его студии Димаш там записывается, да? Это тот человек, который круче самого артиста. У него есть такой протокол креативности. И он говорит: вы думаете, вы рождаете идеи? Не вы рождаете идеи. Идея к вам приходит и может лечь только на твою готовность. Вау. И оттачивать в жизни ты можешь только свою готовность. И вот, говорит, когда у меня на этом диване сидит, плачет Бейонсе или Адель, и говорит: я хотела там белый рэп спеть, да, или я белая хотела черный рэп спеть, или в этом жанре. Он, ну, это сделал Eminem, например, да? Он говорит: слушай, это была не твоя идея, этот человек не украл твою идею. Идея пришла к тебе, ты была не готова, она пошла к этому человеку, он был готов. И поэтому, представляешь, мы можем всегда работать только над своей готовностью. Вам даже не надо искать идеи, представляете? Это как вот жизнь серфингиста. Ты просто с утра встаешь, берешь эту доску, койден майя, и намыливаешь ее, потом надеваешь этот гидрокостюм, он тебе яйца жмет, потом делаешь эту доску, клип, приходишь, машешь SPF и ложишься на океан и ждешь волну. И она или придет, или не придет. Это вот просто философия жизни. Блин, это очень круто. Я, по-моему, у Маргулана слышал эту мысль, что успех — это когда типа удача сходится с твоей готовностью. То есть просто ты оказался в нужном месте в нужный момент, и у тебя была готовность. То есть все говорят об одном, значит, это ключевое действие. Супер, блин, офигенно. Да. Что там еще в этом протоколе уже очень интересно. И теперь, постфактум, я теперь понимаю, что я была готова в определенные моменты, а для этого нужно просто себя чувствовать, да? То есть я была готова отцепиться от Нурлана, я была готова пойти в эту неизвестность, потому что я оттачивала эту готовность все время. А затем, конечно... Можно зафиксируем этот момент. То есть первый такой принцип, что нужно постоянно накапливать некий потенциал. Да. А вот накапливать потенциал — это равно обучаться или это равно просто проживать какой-то жизненный опыт? И это и то, и другое. Ты знаешь, это, я сейчас, может, буду непопулярна, но это дисциплина. Помнишь, вот в книге Мэтью МакКонахи, классный, помнишь, делал вот этот вот «Зелёный свет»? «Зелёный свет», и он же там дал формулу. Эта формула не его, Да. ну, то есть не его Какая, оригинальная. я вот честно не читал, но книгу Формула знаю. такая, что дисциплина через математические действия разные равно свобода. Почему так? Потому что вот, знаешь, например, я йогой занимаюсь сейчас, да, там еще какие-то математикой занимаюсь, да. Мне иногда не хочется, но я понимаю, что отсекая ненужное через дисциплину, я оставляю только нужное, а это нужное даст мне свободу. Поэтому дисциплина равно свобода. Без дисциплины ты не можешь быть свободным. Потому что тебе нужно отказаться от всего того, что тебя отвлекает, потому что тебя растащат на куски, ты не будешь свободен. Все. Супер, вообще, это точно все. Также, ну, Да, для тебя, 100%. насколько ты дисциплинирован, Арман, я за тобой слежу, это и есть равно свобода, которая... Да, я вот свое такое определение дисциплины дам, что дисциплина — это не про то, что вставать в 6 утра, ложиться в 9, да, там, дисциплина — это просто, на самом деле, регулярно делать то, что ты любишь. Я считаю, что это ключевое. То есть в дисциплине вшита еще такая штука, как все-таки любовь. Ну, к чему-то, потому что, ну, даже, допустим, вот тренировку, которую я вот уже вот стабильно 3 раза в неделю, я уже в течение года, 1,5 или, может, даже 2, я уже не помню. Я реально, ну, слава богу, не пропускаю. Но я действительно люблю это. Ну, то есть я как бы... Я не смогу заниматься дисциплинированно чем-то, если я это не люблю. Поэтому Да. я считаю, что в корне дисциплины — это все-таки найти то, что ты любишь. Потому что долго себя насиловать, ну, как бы оно И такое. не приравнивать их боль к
Там же есть боль тоже. Да. Иногда лень, иногда Да. больно, не хочется. Но во главе там любовь, ты должен всегда помнить, кто ты. Потому что такое? Опять-таки, я вот сейчас занимаюсь, вот ты хотел про мышление, я сейчас занимаюсь распаковкой понятий. Я поняла, что мне 46 лет, а крупные понятия для меня были всегда не распакованы, не переварены. Например, что такое свобода, что такое целостность, что такое гордыня. Определение слов, да? Определение понятий, да? И вот, например, целостность — это когда... В моем понимании, да, целостность — это максимальное количество ситуаций и контекстов, в которых ты участвуешь, в которых ты помнишь, кто ты. Это всегда помнить, кто ты. Это значит, что вот ты не хочешь сейчас идти на тренировку, да, тебя там зовут друзья куда-то посидеть, но твоя целостность помогает тебе помнить, кто ты. Да, блин, очень круто. Супер. Мы зафиксировали первый этап — дисциплина. Да. Я буду иногда так возвращать нас к Классно, ты структуре. очень методичен, да. Да. Двигаемся дальше. Что еще? Дисциплина ведет к свободе. Затем ты можешь работать только со своей готовностью, да, потому что идеи к тебе приходят. И то же самое с величием. Ты не создаешь величие. Вот есть же люди, которые говорят: вот, я хочу быть номер один, я хочу создать величайшую, я хочу создать великое. Это тоже история про приглашение. Ты можешь только приглашать величие в свою жизнь. Как? Своим намерением. Угу. Ты просто можешь тоже говорить: я готов. Если вы готовы пропустить через меня величие, то я думаю, я готов. Вы — это кто? Ну вот в вашем мировоззрении. В моем мировоззрении это нечто. Ну вот как у Дашкиева же есть нечто, да? Наверное, может быть, мы у одних учителей, а может быть у разных, я не знаю. Но смотри, я сейчас придерживаюсь такой концепции. Вы можете называть это Всевышним, Вселенной, пустотой, полем квантовым. Неважно, но есть Арман Юсупов и нечто большее. Потому что все, что мы о себе знаем, мы уже знаем. Мне сейчас интересно, чего о себе я не знаю. Так, это очень какие-то высокий градиент мысли. Быстро пошли, сейчас да? туда мы что-то Да. перепрыгнули. Вот смотри. Я предлагаю сейчас вот вернуться к моменту, что ты, настраиваешь своим намерением и приглашаешь вот это величие в свою жизнь. А намерение имеется в виду выстраивание некого духовного, классного, правильного намерения, которое будет полезно для тебя и людям вокруг. Правильно же понимаю? Это служение. Да, ты правильно говоришь. Вот она, формула сошлась. То есть цель-то какая? Кому даются большие деньги? Угу. Точно тебе, то есть никто не думает, что вот что такое изобилие, да? Да. Вот мы в подкасте у себя Сенченко, как раз с Джо Диспенза, мы говорили, да, что изобилие — это Солнце и планета Земля. Солнце каждую минуту направляет столько потока тебе энергии изобилия, что Земля не сможет это за год потратить. То есть Вселенная, она изобильна, то есть изначально изобильна. Ты какого черта деньги в кубышку складываешь? Ты зачем все это растаскиваешь? Твоя задача — пропускать максимальное количество этой энергии, этого изобилия. Это значит, что вот, например, ты пускаешь поток, да, вот в прямом смысле, Да. ты пропускаешь поток, это твоя пропускная способность, и тебе будут давать. Это же про служение. Вот на тебе, да, мы можем разобрать этот пример. Все, если ты пытаешься зажимать, если ты пытаешься контролировать какие-то процессы, если ты начинаешь их присваивать, этот поток начинает сокращаться. Потому что как ты можешь, вот лучи солнца на тебя, на землю падают, они изобильны, они просто тебе дают столько, сколько ты никогда не можешь обработать. Какого черта их зажимать? То есть можно сказать, что второй пункт — это вот намерение, и работать постоянно над ним. Служить. Служить. То есть намерение, понятно, что мы входим, это нормально заходить в бизнес с каким-то меркантильным желанием, это прекрасно даже можно сказать, это начало духовного пути. Ты заходишь: хочу шубу, хочу 5 миллионов тенге, хочу распаковать Луи Виттон, хочу там Дубай квартиру, это нормально. Люди, которые говорят: ой, я выше этого, ты там еще не был, ты не можешь быть выше этого. Поэтому это нормально соприкасаться с материальным миром. Но потом у тебя должно что-то щелкнуть, и ты должен сказать: что-то здесь по-другому как-то работает. То есть это secret well kept называется. Это какой-то секрет, который вам не рассказывают.
Поэтому, когда вы слушаете там таких миллионеров и миллиардеров, они говорят, деньги не важно. И ты бесишься, да? Ты сидишь тут, оборотка у тебя не сходится, и ты говоришь, вот ты козел. Деньги не важно. Я еще своим детям не могу учебу оплатить и квартиру купить, а ты тут сидишь, Я чешешь. даже видел где-то цитату: я хочу стать настолько богатым, что потом в интервью говорить, что деньги не важны. Типа, да. Но это осознание придет, ребята. То есть оно не может не прийти, потому что ты в какой-то момент поймешь, что это и есть секретный код денег. А вот у меня, да, такой вот, я свой вопрос задам, да, вот у меня на данный момент такое, что я постоянно настраиваю свое намерение, но, допустим, иногда думаешь, так, ну реально же деньги нужны в моменте, и ты делаешь то, что приносит пользу, но при этом ты такой, а вдруг у меня какое-то не такое намерение? И вот постоянно сидишь и думаешь, настраиваешь свое намерение, блин. Видишь, с чем оно связано? С доверием. Оно связано с доверием. Как связано? Намерение связано с доверием, потому что... Это просто такой тезис, да, условно? В моей архитектуре мира, да. Окей. Потому что, ну как ты без доверия можешь... Ты же не можешь быть наполовину беременным. Ну то есть ты полностью в этом. Ты или доверяешь, или нет. И потому что люди, то есть с деньгами, вот именно такие отношения, мне кажется, они самые экологичные. Я знаю, что завтра они будут. Мир изобилен. Ну, то есть, представляешь, в мире сейчас триллионы денег. Федрезерв продолжает их печатать. Какого черта у тебя их завтра не будет? Ты умрешь, деньги еще останутся, и они всегда будут. Почему ты думаешь, что у тебя их не будет? Что-то не то с тобой. Что-то не то со мной, когда я думаю, что деньги завтра закончатся. Так, вот мне тут очень интересно стало, я думаю, нашей аудитории тоже. Вот можем сейчас, вот мы же шли вот по вот этим принципам, и сейчас я вот так зум-ин сделаю в эту тему. Мне Давай. очень интересно, Вот да. так, вот так. Да. Вот как создать вот это изобилие в жизни, денежное именно? Вот я думаю, это прям то, что зайдет сейчас. Не моими словами скажу. Да. Это вот не как мои просто... слова. Это слова Джо Диспензы, доктор Джо. А кто такой Джо Диспенза, чтобы было понятно сразу для всех? Джо Диспенза — это знаменитый нейробиолог, он изучает мозг, и сейчас у него контракт с Университетом Калифорнии, и он как раз-таки связывает медитации и определенные состояния, в которых ты можешь действительно создавать что-то. Потому что, смотри, мы находимся в настоящем только 3% времени. Это в среднем человек. В среднем 3% времени ты находишься в настоящем, потому что остальные 97%, то есть в настоящем осознанно, понимаешь? Вот я можно тут комментарий дам? А настоящий момент — это когда вот вы, помните, на природе стоите и слушаете речку, и вам хорошо. Или когда вы шли и в моменте птичку услышали, и вдруг резко отсутствие мыслей, хорошее состояние. Вот я шел сюда на подкаст и засмотрелся на лучи солнца, которые падали на здание. И вдруг птичка, запела. И я просто вот растворился в этом. Это и есть настоящий момент. Это и есть настоящий Супер. момент. Согласен, что мы там мало. Мы либо думаем, что нам сейчас надо сделать, или в будущем, либо, сожалеем о прошлом. Да. Так, супер. И представляешь, 97% как раз-таки, о чем ты говоришь, это реагирование и перепроживание своих старых сценариев, потому что ты все время реагируешь. Ты мне сейчас что-то сказал, и я думаю, как это... То есть мне мозг опять всплывают все ситуации, когда мне так говорили, что я должен в этой ситуации делать. То есть это реагирование. Тут можно тоже коммент дам. Очень много я наблюдаю за тем, как вот люди, кто изучает психологию там и так далее, придерживаются одной теории, что мы имеем какие-то, допустим, заряды в прошлом, и когда что-то нам... то есть заряды имеется в виду, когда вас что-то эмоционально потрясло. К примеру, там, вы поругались с накачанным парнем, допустим, и вот в настоящем моменте вы встретили такого же похожего накачанного парня, и он у вас может вызвать некую реакцию, то есть неожиданно вы можете почувствовать страх какой-то. Вот примерно об этом же говорите? Абсолютно. Всё. Это и есть реагирование и перепроживание старого сценария. Где здесь настоящее? Здесь нет настоящего. И, соответственно, прикиньте, из 3%, находясь в настоящем, это и есть, когда вы можете менять свою реальность. Ты можешь менять реальность, находясь в настоящем. А ты всего 3% в настоящем. На сколько процентов ты можешь влиять на свою реальность? На 3% ты и влияешь. Окей. Можно здесь такую практику. Начните наблюдать за своим вниманием, куда оно направлено. То есть как будто, представьте, вот у вас такая камера появляется со стороны. На себя. Да, и смотрите на себя со стороны в течение всего дня. Типа,
о чем я думаю, куда я отлетаю, чувствую ли я в моменте, делаю ли я то, что я сейчас делаю. Или вот часто бывает такое, особенно вот, не знаю, как родитель могу сказать, там с ребенком играешься, глаза стеклянные, думаешь, как нужно сейчас закрыть там кассу, что не хватает, надо еще дожать продажи, и с ребенком ты такой, вроде бы с ним, тело с ним, а мысли где-то там. Вот. А начните отслеживать, это уже, я считаю, там полпобеды. Конечно, вещи, чувства, эмоции, люди, и мы сами, мы хотим просто быть услышанными. Больше ничего не надо. Услышать равно исцелить. Понимаешь? И так интересно, что когда ты просто что-то в себе видишь, это уже исцеляется. Так, вот тут подробнее, я чувствую отлет. Видишь и слышишь в себе, это вы имеете в виду мысли, которые как жвачка Или прокручиваются, на них вы смотрите, грубо говоря, да? На них надо смотреть. Да, ну то есть, вот допустим, я представляю себе так, у кого-то есть какая-то мысль, которая навязчиво возвращается, и человек переживает из нее. Как вы это делаете? Вы на нее смотрите и анализируете ее, или что вы делаете? Хочешь, я поделюсь классной терапией? Да. Она новая. Супер. Может быть, ты слышал про нее. Я сейчас работаю со своим учителем именно так. Это называется фокусинг-терапия. Это ответвление в психологии, но если ты наложишь это на свое мышление и еще и на духовную часть, это будет вообще крутой симбиоз. Прогрето. Так вот, да, что делает фокусинг? Нужно свою личность воспринимать как океан. А эти субличные, так можем сказать, нечто в себе или субличности по Карлу Юнгу, да, их много в тебе. То есть они маленькие мысли. медузы. Это можно назвать и мыслями, да. Окей. И представляешь, и, например, ты просто слышишь это. Вот я, например, иногда раздражаюсь на что-то, и теперь у меня есть мантра такая, делюсь ею, от моего учителя, которая говорит: нечто во мне сейчас раздражается. Но это не вся я. Это вот эта медуза раздражается, а я весь океан, и я просто обнимаю это. Я вижу, я не могу это удалить. Нельзя. Вот говорят, избавьтесь от страхов, избавьтесь от этой части своей личности. Это невозможно, забудьте об этом. Много энергии уходит на внутренний конфликт. Да, на вот эти внутренние конфликты. Внутри себя, типа не думай, не думай, и ты нельзя. сливаешь энергию. Я, можно тут попробую немножко как бы зарезюмировать, воспроизвести, что я услышал, да, то есть что, грубо говоря, вы воспринимаете вот эти свои мысли, которые, ну, вот эту реакцию свою, не как что-то, вот, типа, ой, извне зашел тут ко мне вор внутри меня, да, условно, а как часть себя, которая, ну, типа, имеет место быть. Маленькую часть себя. И вы не считаете, что эта мысль и есть вы. Конечно. То есть вы как будто просто ее так наблюдаете, и она проходит, допустим. Да? Правильно же понимаю? Да. Я ей говорю, нечто во мне сейчас раздражено, подожди, я отодвигаю это и думаю, что там? Про что это? Что вы мне хотите сказать? То есть у меня всегда есть связка. Нечто во мне раздражено, устало, злится. Что это? Что вы мне хотите этим сказать? Это схлопывается, и я всегда знаю ответ на эти вещи. То есть, по сути, вот эти вот мысли, которые раздражают нас, они что-то нам хотят сообщить, да. Что-то важное. Да. А вот как рассмотреть эту мысль? То есть, допустим, я чего-то боюсь, условно, вот какая ваша внутренняя методология такая, допустим, я чего-то боюсь. Если я на это посмотрю, мне нужно как бы посмотреть это через линзу позитива, да, то есть... Не обязательно. Да? Смотри, Арман. Да. Вот этот вот фокус на позитиве, это тоже слив энергии. Ты просто должен увидеть вещи такими, какие они есть во всем своем уродстве или красоте. Увидеть их безоценочно. Вот я сейчас 4 дня, я знаю, что Миша тоже там был. Я была, и приглашаю тебя, кстати, тоже, в пустую чашу. Он тебе рассказывал, нет? Это звуковая штука. Нет, вот пустая чаша или пустое кресло они его называют. Пустое кресло, да, вот. я проходил. Ты да, проходил? Да. Вот. Представляешь, за 45 лет никто меня не слушал без желания что-то добавить, убавить, исправить. Ты даже на ребенка смотришь на него, обнимаешь его и думаешь: его надо скоро подстричь. Вот, был бы он таким же классным всегда. Какой он фотографузик. А просто наблюдать, просто слушать. Мы же не слушаем. Ты был в пустом кресле. Мы 3 дня просто слушали себя. И вещи, когда они услышаны, они исцелены. Я понял. Ну, короче, я думаю, что это такое, как сказать, по уровню глубины
мысли такие. Просто есть люди, допустим, у которых есть проблемы внутри мысли, которые уже, ну, не 1 год с ними присутствуют. Да. И я, допустим, думаю, что, скорее всего, вот так это сложно будет понять, да, одним разом. То есть тут, наверное, все-таки надо, наверное, тоже дать фактуру, скажем так, да. Скорее всего, вы к этому пришли не сразу, и за этим стояла там длинная там психотерапия, много знаний, осознаний, правильно же? Ну, Знаешь, чтобы... Арман, это так кажется, но на самом деле глубина боли будет определять, вот ты в своем подкасте тоже это говорил, да? То есть тебе настолько должно быть сейчас больно в настоящем, Да. что ты его хочешь изменить. Пофиг на психотерапию, на все. Глубина боли определит вашу работу с ней. Ну вот у меня всегда есть вот эта глубина боли, потому что у меня с Арманом, с моим мужем неоднозначные отношения, да, и я всегда иду туда. И если у вас есть такая боль, это классно. Это значит, вы всегда будете копать очень глубоко, и просто не останавливайтесь, не говорите, что вот у меня жизнь такая хреновая, вот так это должно было быть. Нет, что там, что? Вот фокусинг мне нравится именно тем, вот оставим тогда пустое кресло, да? Фокусинг мне нравится тем, что ты всегда можешь зум делать. То есть ты говоришь, я раздражен. Угу. Что там? Ты убираешь это. Там мысль есть, да потому что вот она такая коза. Ты говоришь, угу, я хочу почувствовать что-то из глубины. То есть ты встречаешься из глубины, должна выйти чувство, а не мысль. Потому что мысли, они все время тебя хотят сбить. Но ты говоришь, подожди, я хочу прочувствовать. И оттуда из глубины что-то поднимется, и бам, у тебя пойдет. Я понял. Ну, то есть услышать свои чувства надо, почувствовать Убрать их, да. мысли Убрать через фокусинг, словесные вот эти понос, штуки, да, и понять, что за чувство там внутри, и дать себе это прожить или как-то компенсировать. Просто увидеть. Просто увидеть. Сказать, я вижу нечто во мне. Ты знаешь, когда я нахожусь в бессилии... Вот, например, мы поругались с моим мужем. Он меня нереально бесит, потому что он там сейчас с сыном со своим подростком дерется, да, ему 15 лет, тот тестостероновый, а этот не признает его права и сжимает его, и я бешусь всегда на это, да, я говорю, Арман, отдай ему свободу, он говорит, какая свобода, он должен быть мужиком, вот у него вот такое, да, это просто разность ценностей, так скажем. И вот я захожу в эту фокусинг-терапию, и своему терапевту говорю, я сейчас хочу, вот, я такая злая на него, я хочу его. Она говорит, да, что-то в тебе очень злится, что дальше? Я говорю, да блин, он козел такой, к психологу должен пойти. Она говорит, это все действие, это мысли. Что там, смотри в это, что ты видишь, там где-то в глубине есть какое-то чувство. Я говорю, там бессилие. Она говорит, как оно выглядит? И я говорю, такая коробка, и там маленький щенок бьется об эту коробку. Это бессилие, он скулит. Она говорит, посмотри на него и просто проживи. И я смотрю на этого щенка, он бьется об коробку, проживает свое бессилие. Я вместе с ним проживаю свое бессилие. И отпускает ситуацию. Оно само отпустится, там даже действий не надо. Ты просто смотри в это безоценочно. Вот оно мое бессилие. Она говорит, что под этим еще? А там, оказывается, вообще ты можешь до такой глубины доходить до родовых процессов. Там будет страх его отца за него подниматься как чувство. О, я понял, окей. Глубина просто ваша будет. Насколько вот вы готовы погружаться туда, настолько вы будете туда проваливаться. Я сейчас, наверное, попробую вот как-то через свой опыт тоже вот передать мысль, да, что то, что говорит Асель, я это понимаю так. То есть вот, допустим, у меня тоже есть фоново какие-то свои, скажем так, штуки, переживания, которые меня в течение жизни вот так вот сопровождают. Ну так вот, поделюсь, так скажем, сниму трусы. У меня, получается, меня долго ждали, то есть у меня передо мной там было 3 или 4 детей, которые как бы умерли, да, ну то есть на этапе беременности. Поэтому меня зовут Арман, мечта, потому что меня долго ждали. И меня на этапе беременности мама, ну я ее понимаю, она переживала, что я не рожусь. И она фоново все время была в тревоге. И когда я, родился, она меня, соответственно, очень сильно оберегала и тревожилась обо мне. Гиперопека, да? Да, гиперопека и тревога, гипертревога, я бы сказал. И, допустим, вот такой пример. Я перехожу дорогу с мамой, она говорит, закрой глаза, она меня ведет и говорит, потому что может машина проехать, оттуда выскочит камень и попадет тебе в глаз. Ну, то есть, по сути, если вот убрать мои эмоции, там, ее, реальность, да, какая? Ну, человек просто долго ждал ребенка и объективно просто переживал, чтобы он выжил, все. А что это для меня? У меня фоново высокий уровень тревоги. И я эту штуку исследую.
То есть я глубоко туда ухожу, изучаю книги, прохожу разные там процессы. Там пустое кресло, не пустое кресло. Я во все залетаю, во весь этот движ, чтобы эту штуку исследовать. И с каждым разом я прохожу глубже и глубже, и у меня раскрываются во мне какие-то новые способности. Ну, то есть вот про это я, как понял, и идет речь. Боль как повод. То есть если в вашей жизни что-то сейчас болит, классно бы встретиться с этой болью и узнать, какой там подарок. Я, решил так воспринять все свои вот эти базовые, фундаментальные боли во мне, что это подарок, который мне нужно распаковать, и там что-то будет прекрасное внутри. Примерно так? Всегда. Супер. Всегда. Так, первое, дисциплина у нас, я возвращаюсь. Ты еще держишь, да? Да. Я уже все растеряла. Ну вот, в дисциплине у нас там еще были вот эти моменты. Готовность, да. да. Ну, я даже думал, ладно, разграничим. Дисциплина, готовность, всегда накапливать потенциал свой, да. Третий момент, это было... Боль как повод. Боль как повод исследовать себя. И оттуда, как я понимаю, личность начинает развиваться, и, соответственно, это и влияет и на бизнес напрямую. Конечно, смотри, как ты хочешь, это принцип небоскреба. Ага. Ты хочешь построить 50-этажное здание, у тебя фундамент сколько должен быть? То есть чем глубже ты погружаешься внутрь, тем больше распаковывается твой внешний мир. Вот можно такой пример? То есть у нас я, так считываю, что не все... погружены так или иначе там в психологию, психотерапию. Для многих это типа, я что, больной? Псих. Я не псих, да. А вот какая прямая корреляция, да, то есть, допустим, вот как, вот именно как предпринимательница, да, то есть вот, по сути, как это влияет на бизнес, допустим? Потому что многие тогда через логику зайдут. Ты же понимаешь мотивации людей, мотивы. Да. Абсолютно. То есть ты уже реально владеешь ситуацией с клиентами, с сотрудниками, любые контексты сложные становятся для тебя простыми. Вот, например, есть пример, да? Вести всегда, вот ты сказал, где-то там внутри есть приз, а внутри этот приз, он простой, это любовь. Как бы это пафосно ни звучало, а любовь — это абсолют. Он не нуждается вообще в переподтверждении, в доказательстве и так далее. И вот представляешь, вот с клиентами в переговорах я дошла до такой точки, что, например, ко мне звонит клиентка, а она с нами, мы выявили папе ее рак на ранней стадии, они слетали в Германию, все купировали, она с нами забеременела в клинике. Это что, извиняюсь? Пролечили рак, рано заметили, вылечили. Она с нами забеременела, прикинь, офигенные результаты, но тут медсестра не попала ей в вену. И она звонит: опять ваши девочки накосячили, они мне вену, да-да-да, не попали, па-па-па-па-па-па. И она выгружается, и я вспоминаю вот этот принцип. И говорю ей: Динара, но вы же нас любите? Она говорит: конечно, люблю, Оселечка, и вот тебя люблю, и Дину Оскаровну люблю, но вот она ваша девочка опять накосячила. Я говорю: ну вы же нас любите. Значит, мы исправим все. В конце концов, там всегда любовь. Потому что с клиентами у вас должна быть любовь, потому что они должны возвращаться. Иначе глупо было бы ей сказать: нет, я вас не люблю, а зачем тогда ты с нами? Понимаешь? Напомни человеку, что изначально его мотивацией была любовь. Но просто мы часто забываем об этом. Мы хотим сиюминутные какие-то контракты, выгоды, еще что-то, но там в конце, в глубине всегда любовь. Ваш бизнес — это про любовь? Это всегда про любовь. Ну, то есть корреляция прямая. Когда ты понимаешь себя, ты понимаешь клиентов. От этого, соответственно, ты улучшаешь свой сервис, от этого ты, получаешь финансовую выгоду. Я просто сейчас для того, чтобы я перевожу. Правильно, да. Арман, потому что в итоге люди, когда тебя любят, они тебе больше денег приносят. Да, вот все, в итоге вот так, все. Окей, классно. Исследование себя. Что еще? Исследование себя и, конечно же, ответственность. У свободы же есть обратная сторона, о которой никто не говорит сейчас, ответственность. Так, определение ответственности ваше, такое, как понимаете? Ответственность — это быть в моменте. Я, представляешь, вот это еще, кажется, не распаковала для себя. Можно для я меня... попробую? Давай. Ответственность — это быть причиной в ситуации. Классно. А не следствием. Да. То есть, когда ты говоришь: так получилось, что я могу тут сделать? Это следствие. Да. А причина, когда Точно. ты говоришь: у меня не получилось, но я сейчас исправлю, допустим. И условно, даже это из какой-то негативной ситуации. А если в позитивной брать, то причина, то есть ты всегда причина чему-то. Прекрасно. Да.
окей. Я бы лучше не придумала даже. Все. Ну вот двигаемся с этого определения, то есть ответственность в вашей жизни. Я уже на «ты» перешел, можно? Да, конечно, я уже тоже минут 20 назад перешла. Да, ну все. Ответственность. И вот смотри, как раз-таки у Рика Рубина есть вот протокол креативности, он и говорит: не ждите результат. Результата нет. Представьте, как изменится ваша жизнь, если мы не будем ждать результата. Офигеть. Вау. Я уже сейчас даже вот что-то такое, типа, как? Прикинь? А в чем игра? То есть я исследую сейчас, для меня есть два вопроса больших. Какой он мир без травмы, без патологии, да? Прикинь, если бы 100% дня своего я проживала без страха, а в настоящем, прикинь? Да, это мне первое. тоже очень интересно. Интересно, да? Да, конечно. А второе — это каково это не ждать результата. И я сейчас между этими двумя вещами играю. Это очень интересно. А вот он в этой книге объясняет, как это без результатов? Ну, то есть вообще, именно он, наверное, говорит, что нужен там путь, вот это вот все. Он говорит про ответственность. Он говорит: не берите результат за основу, берите ответственность за основу. Я являюсь причиной всего, что я сегодня делаю. Я осознанно остаюсь в моменте и делаю это, а результат он от Бога. Все, это точно. 100%. Блин, мне кажется, сейчас там... Я думаю, вам заходит сейчас 100%. Особенно друзьям исламистам. Да, я вот сразу такой подумал, вообще это сходится очень с религией, прям вообще один в один, супер. Ну, все говорят об одном и том же, разными языками, супер, вообще. Про ответственность понятно. Что-то еще есть или на этом все? Вот такие базовые основы. Ну и вот попробовать. Я вот твоим подписчикам предложила бы такое ключевое действие сделать. В течение 24 часов после выхода подкаста попробуйте один день прожить не из мыслей, а из чувств. Вот быть в моменте, чувствовать. Представляешь, мы никогда не двигаемся чувствами, а это очень мощный механизм, потому что чувства как раз они в настоящем, понимаешь? Вот это то, что бессознательно тебя будет заставлять или сейчас срываться на детях, или обнимать жену, понимаешь? И вот у меня, когда вот меня Артём Овечкин попросил пожить один день из чувств, представляешь, я вышла навстречу, ехала, меня там 5 человек ждут, и вот подъезжает белая Kia, Яндекс Бизнес 507, и я прям смотрю на нее и думаю: что я чувствую? Я сейчас чего-то другого хочу. Отменяю прям при нем, говорю: извините, отмена. И стою, такси уехала, и думаю: так, чего я истинно хочу? Ладно, пройдусь по Тулебайке, иду по Тулебайке. И этот день стал самым чудесным днем в моей жизни. Блин, прикольно. У меня вот то же самое произошло до этого подкаста. Я почему ровно вот пришел к съемке? Я вот что-то вообще с ума сошел, говорю. Я вот реально чисто по чувствам двигался. Мы там отсняли уроки, я вышел, проехался со своей супругой на самокате, мы прогулялись на ярмарке, что-то попил кофе холодный, потом решил пройтись пешком до подкаста, до студии. И я так кайфанул. То есть это было лучше, чем вот этот весь рабочий продуктивный день, да, там условно, где я чего-то достигал, там и так далее. А я просто шел, я даже сторис вот выложил, иду на улице, слышу пение птиц, смотрю на солнце, его блики, пью холодный кофе и иду на съемки. Вот он момент. Вот он, и все. И в нем типа вот это и есть счастье, да? Да. И идеи рождаются именно там, как говорит Рик Рубин. Говорит, величайшие артисты от Адель до Эминема, там условно, они вдохновляются простыми вещами. Птичка поет, они такие ловят ритм. То есть они, вот эти великие люди, его исполнители, они присутствуют, то есть они, по сути, задача их присутствовать в настоящем моменте? Все. А он говорит, что артист величайший равно предприниматель, потому что предприниматели — это тоже созидатели. Они свой внутренний мир воплощают в продукт. Что-то, да. Слушайте, я думаю, надо тут что-то закрепить какой-то практикой. Может быть, выделите себе напоминание в телефоне, поставите, типа, допустим, поприсутствовать в настоящем моменте. Чувство, допустим, там 5-10 минут. И вот это время увеличивать. Просто мы же реально, вот современный человек просыпается в телефон,
там начинаются мессенджеры, атака от реальности идет, такая там надо это сделать, пошел в душ, быстро искупался, в машину сел, в мыслях вообще о другом, на автомате едешь, потом вспоминаешь, что ты вообще за рулем, потом ты приходишь на работу, там обстрел тоже, ты потом приходишь какой-то убитый, дома сидишь, потом в туалете закрываешься от всех, чтобы пролистать ленту, получить вот этот дофамин, и по итогу ты ложишься спать. Ну вот я такой, да, представляю Всё, себе, да. не буду там, типа, делать себя суперосознанным, я тоже так проживаю, бывают такие дни, но, кажется, и есть задача вот сейчас для современного человека останавливать эту суету. Потому что если реально разобраться в том же контенте, да, допустим, я знаю, что сейчас это странно, противоречиво, я как создатель контента, человек, кто говорит, создавайте контент, я сам стараюсь его время уменьшать. Ну, то есть я просто понимаю, что, ну, если я сейчас отсмотрю 150 рилсов, сильно жизнь моя лучше не станет, даже хуже, скорее всего. Я поэтому вот умышленно стараюсь уменьшить потребление контента. Ну, А вот просто. слушание 5 минут птичек может принести тебе идею на $1 миллион. Да, да. Вот и все. Присутствуем в настоящем моменте. Блин, очень круто. Ну что, ребята, все, подводим итоги конкурса с Марией Афониной. Я напоминаю условия. Нужно было написать инсайт и как ты его будешь внедрять в жизнь. Все. У нас победителя 3. Вот они, аккаунты их. Я не буду перечислять, потому что они, как вы видите, вот user B8IV2. Они сами, наверное, не помнят название своих аккаунтов. В общем, нужно было просто написать инсайт и именно как ты будешь это внедрять в жизнь. В этом подкасте, Сосель, это тоже работает, и вы тоже можете выиграть. Поэтому обязательно смотрите внимательно подкаст, выписывайте инсайты для себя, пишите комментарии и выигрывайте разные крутые подарки. Сосель, я вот честно очень сильно кайфанул. Я тоже. Да, у меня вообще подкаст — это такая штука, где я могу легально договориться с людьми, с кем вот так вот сложно пересечься в жизни, просто вот так сесть и просто кайфануть от разговора. Точно. Да. Мы же так и за 3 года мы ни разу быстро как-то, да? И я благодарю, Я тоже. для себя очень много всего осознал, понял, кайфанул. Было очень приятно, тепло. Даже тот факт, что мы сидим, это тоже очень необычно. Чувствуется, что у тебя просто какой-то классный симбиоз такого и твердого, и мягкого, и вот это все какой-то прекрасный такой микс получился. Спасибо большое, Арман. Мы в конце делаем такой интерактив, где вот подписчики сейчас напишут какой-то свой ключевой инсайт, который они забирают, и как это они будут внедрять в жизнь. Потому что мое намерение на подкаст — это улучшать жизни людей в лучшую сторону. Да? Как мы можем замотивировать от тебя написать побольше комментариев? Да, друзья, будем очень рады, и я хочу в этом процессе тоже участвовать, поэтому готова подарить 10 сертификатов в Лулу на сумму 20 тысяч тенге. Это косметика. Это косметика, вы можете найти для себя классное средство. Наши консультанты вас проконсультируют онлайн, это можно сделать с сайта. То есть без разницы, где наша аудитория, и отправим. Конечно, супер, конечно. офигенно. Ну, не на Аляску, Ну но... да, ну окей, супер. Все, пишем комментарии, у нас 10 победителей будет, так что вероятность вашей победы очень высокая. Представьте, я считаю, что концентрация данных, знаний в этом подкасте, она очень плотная. Еще есть возможность выиграть сертификат в Лулу. Блин, не знаю, вот, наверное, мне осталось только к вам домой приехать и массаж сделать. Вот реально, что еще, да? От души? Да. Ждем Армана. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Есть ли что-то напоследок сказать, пожелать? Ну, то есть вот для ребят, кто там развивается, хочет в жизни чего-то достичь, смотрит такие подкасты. Арман, я желаю, чтобы кто-то в будущем обязательно сказал, что вот я благодаря Арману словил один инсайт и стал очень счастлив, успешен, богат. Это было бы круто. Это кайф. Спасибо Таких, большое. чтобы много было. Меня зовут Юсупов Арман, и больше всего в жизни я люблю придумывать идеи, которые приносят узнаваемость и, как следствие, деньги. 400 тысяч клиентов за последние 3 года тому подтверждение. Поток, Топим Жир, Репост – все эти проекты известны, денежны и качественны. За 10 лет ведения блога я прожил разные стадии, продавал разные продукты на разные аудитории и всегда получалось это делать. У меня есть внутренняя потребность делиться опытом и видением с людьми, у кого и так все хорошо, но они хотят выйти на качественно новый уровень. Так было принято решение открыть индивидуальные разборы со мной.
Если ты делаешь более 5 миллионов тенге ежемесячно и хочешь выйти на новый уровень заработка с блога и запусков, если тебе нужна помощь с контентом и ты не знаешь, как снимать и что снимать, если у тебя замешательство в отношении твоих целей, то есть суета, много работы, мало выхлопа, если нет ясности в стратегии, понимания, что делать и как делать, то тогда ты идеально подходишь для меня, а я для тебя. Ссылка на индивидуальный разбор будет под этим видео. Там вот прям написано ссылка на разборы. Нужно будет максимально подробно заполнить анкету, и, возможно, именно тебя я отберу, и мы встретимся в жизни или созвонимся. Кстати, дописываться можно всегда, но я провожу буквально 2-3 разбора в месяц, не больше, поэтому нужно пройти отбор.